Здравствуйте, тельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы видите сейчас, это расклад на месяц сентябрь. Двойка жезлов у нас выскочила, мы ее пока что обратно положим. Надеюсь на то, что она выпадет снова, сделая акцент на том, что эта карта важна. Тогда мы ее разберем. Если нет, значит нет. Ну, давайте посмотрим. Итак, Телец, земная стихия, земной знак зодиака. Что ожидает тельцов по 4 неделям месяца, соответственно, в сентябре? Какие карты вам сегодня выпадут в наших двух колодах? Я, как обычно, беру 2 колоды. Сегодня они у нас в прямом положении, что одна, что вторая. И мы посмотрим, какие карты, в каких комбинациях у вас выпадут в нашем сегодняшнем раскладе. Кстати, можете поделиться этим видео с кем-нибудь из ваших знакомых тельцов, если вы считаете, что им это видео подходит. Также не забудьте подписаться. Под этим видео есть, соответственно, возможность это сделать. Да? Поэтому подпишитесь, не забудьте, чтобы не потерять мои расклады в дальнейшем, если они вам подходят, конечно же. Итак, тельцы, земной знак зодиака, Телец, месяц сентябрь. Начнем мы с первой колоды. Посмотрим, какие карты выпадут в ней. Первая неделя. Вторая. Третья. Четвертая. И давайте посмотрим на вторую колоду. Первая неделя. Вторая. Третья. Четвертая. Итак, что у нас здесь есть? У нас есть первая карта, туз жезлов, она выпадает с 6 жезлов, карта победителя, карта человека успешного, человека, который какие-то, возможно, здесь делает, не знаю, перемены в своей жизни, какие-то новые начинания, но при этом по 6 жезлов успешно это делает. То есть это первые шаги, но они успешные, или какие-то успехи в работе, в делах, когда вы на полную реализуете свои возможности, когда вы свои силы вкладываете в какое-то новое дело, и оно достаточно успешным оказывается. Вы можете здесь, кто-то устроиться на работу, да, вы не будете незаметными, вас по-любому увидят, обратят на вас внимание, и по 6 жезлов вы сможете добиться успеха в этом внимании, проявив свои лидерские качества, может быть, приняв какие-то мудрые решения. Здесь опять-таки касаемо этих перемен, которые в вашей жизни будут на первой неделе. Затем у вас на второй неделе идет карта Солнца. Это карта знака Лев. Может говорить про общение с человеком знака Лев. Причем здесь также она есть у вас на третьей неделе. Карта Сила. Но вместе с картой Солнца у вас выпадает 4 кубков. И здесь может речь идти либо о том, что чего-то чересчур много в вашей жизни, как будто пресыщение чем-то. Да, это вызывает чувство радости и процветания такого своего рода. Но также здесь можно говорить о ясности ума по Солнцу, когда все проясняется, становится ясным, понятным. И, возможно, вы по-другому смотрите на какую-то ситуацию, которая раньше вас расстраивала, или на какую-то обиду на человека, возможно, да, на которого вы обижались из-за какой-то ситуации. Вы по-другому смотрите на те возможности, которые вам даются, и вместе с этим кубком, который есть на 4 кубков, можете увидеть совершенно по-другому, в другом свете ту новую возможность, которая вам предлагается, и принять ее, рассмотреть ее. Если была какая-то неуверенность, принимать или не принимать это предложение, скорее всего, вы подумаете о том, что его имеет смысл принять. То есть вы уходите из вот этого вот состояния неопределенности, неуверенности, которое у вас было, потому что есть много ясности и понимания происходящих процессов в вашей жизни. В принципе,
принципе, карта очень позитивная, карта о радости. Карта сила, карта уверенности в своих силах и возможностях. И вместе с девяткой жезлов, которая здесь называется великая сила, а в принципе она у тарологов очень часто называется картой раненого воина. Почему раненого воина? Потому что он весь такой уставший, перебинтованный, но он идет к своей цели. Да, он много усилий уже приложил в каком-то деле, много над чем-то трудился, работал, но сохраняя вот это упрямство, спокойствие, нацеленность на результат, он идет к своему финансовому успеху. То есть он готов защищать свои интересы, свои права, своих близких, если это необходимо, но идти к своей цели. И сила в данном случае говорит о вашей уверенности в своих силах и возможностях, что вы справитесь, сможете. У вас для этого достаточно и физической, и духовной силы, а также какого-то эмоционального подъема, которые вы сохраняете, несмотря на то, что вы достаточно сильно могли от чего-то уже устать на третьей неделе. Ну, физически, да, измотаны можете быть, но тем не менее сохраняете веру в себя, в свои возможности и возможность что-то начатое довести до конца. Также здесь может быть еще ситуация, где вы сможете с кем-то договориться, понять другого человека, возможно, и по карте силы убедить в чем-то. То есть у вас для этого есть возможности, есть силы также, поэтому девятка жезлов. На четвертой неделе есть двойка пентаклей и королева пентаклей. То есть здесь много земной стихии, здесь может быть общение с таким, как вы, земным знаком, это девы, козероги или как вы, тельцы. Но и также по королеве пентаклей, в принципе, вы проявляете себя по максимуму по этой карте. То есть в своей энергии, как в своей тарелке себя чувствуете, умело распоряжаетесь финансами, умело принимаете какие-то решения разумные, да, взвешенные, продуманные, возможно, касающиеся покупок или правильного расходования, там, вложения ваших денег. То есть держите баланс между доходом и расходом вашим по двойке пентаклей. Может быть небольшой хаос в ваших делах, но вы умело с ним справляетесь и в целом сохраняете вот этот баланс благодаря вашей ловкости и способности справляться с происходящими событиями. Ну, карта двойка пентаклей, она в принципе могла бы показывать еще какие-то поездки, может быть, но в принципе она здесь больше говорит про баланс ваших средств, ваших финансов, также про необходимость держать баланс между физическим каким-то напряжением, то есть работой и отдыхом, то есть чтобы не перетруждаться, не переутомляться, отдыхать тоже нужно. То есть здесь нужен баланс во всем. Может быть баланс в плане режима труда и отдыха. Поэтому двойка пентаклей. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для представителей знака Телец мы завершаем. 4 недели месяца. Надеюсь, они у вас в сентябре пройдут максимально позитивно и благоприятными для вас окажутся. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого.